Привет, друзья! Наконец-то мы снова вместе. Пришел апрель, прекрасный месяц, весенний, радостный, солнечный. За окном шумит город, поют птицы. И сегодня я буду делать весеннее видео, рассказывать и показывать вам одну из моих идей. И начну я это видео не как всегда, с готовой продукции. Я покажу вам то, что я уже сделала, а дальше мы с вами будем делать красивые свечи с цветами, украшать их цветами, но концепцию того, что и как я делаю, я покажу чуть позже. А сейчас я познакомлю вас с тем, что я уже сделала и что будет представлено в моем онлайн-магазине. Первую свечу я сделала просто в обыкновенном бокале. Назовите это бокал, стакан, как угодно. Мне он понравился тем, что впереди нарисована симпатичная розочка и окантовка золотистая у бокала есть. Поэтому я, когда украшала свечу цветком, придала лепесткам, вершкам лепестков такой же золотистый оттенок, немного соединив его с голубым или синим. Основание свечи было залито кокосовым воском. Я добавила только розовый краситель. И в принципе это все. Все, что мне нужно было, это только украсить свечу цветком, который вы сейчас видите. Быстро, доступно, недорого. И я вам хочу сказать, такой бокал будет прекрасным подарком, например, к Дню мамы, который мы здесь в Канаде собираемся праздновать 14 мая. А вот это уже второй представитель, который я сделала. И здесь было немножко больше работы, потому что мне пришлось не только украшать цветком. Цветок я делала из соевого воска, и также вершок цветка я разукрашивала специальной краской. Я вам покажу немножечко позже, какую краску я использовала. Сейчас покажу вам бокал. Меня привлекла форма бокала, а особенно вершок бокала. Он напоминает стакан мартини на длинной ножке. Ну, может быть, и не напоминает, а действительно это стакан мартини. Но мне показалось, что именно вот такая длинная ножка с очень красивым окрасом внутри, это натуральный окрас самой ножки стакана, темноватый, как бы черный, будет сочетаться с темно-синим. Что я сделала? В основании бокала я положила кристаллы, обыкновенные декоративные кристаллы. Затем, чтобы эти кристаллы у меня были видны, я залила вот до этих пор бокал гелевым воском. И этот гелевый воск был совершенно прозрачным, я его не окрашивала вообще. Когда он остыл, вершок, вот эту часть, которую вы видите, как подушка, как прослойка, я залила кокосовым воском синего цвета. И вы видите, что мой гелевый воск слегка окрасился. Он хоть и был прозрачным, он стал нежно-нежно-голубым. И это придает, естественно, оттенок, этот голубой, нежно-голубой цвет придает оттенок кристаллов, которые вы видите внизу. И вот я пытаюсь вам показать, чтобы вы видели, что оттенок очень все-таки прозрачный, голубой. И кокосовый воск синий сверху дал немножечко цветности нашему гелевому воску. Верх бокала я также украсила цветком, который сделала из соевого воска, и разукрасила красками, акриловыми красками. Все лепесточки вверху, которые вы видите вот здесь вот по кончику лепесточка, по самой вершинке я прошлась тоненькой кисточкой, используя акриловую краску. Покупала я акриловую краску на веб-сайте AliExpress, и выглядит она вот так вот, разные цвета. Очень удобно работать, специальная краска для того, чтобы ею можно было разукрашивать изделия из воска. Удобно, доступно, и я вам хочу сказать, очень красиво выглядит в изделии, поэтому очень рекомендую, заказывайте. Третий представитель, третья свеча была сделана вот в таком бокале. Мне очень нравится это изделие. Во-первых, мне очень повезло, я нашла уже бокал ручной работы. Как вы видите, разукрашен он просто красиво, с замечательными красками и придает
элегантность и необычность самому бокалу. Поэтому мне практически ничего не пришлось делать. Я в этом изделии также использовала 3 вида воска: гелевый, соевый и кокосовый воск. Так как основание самого бокала у нас уже как произведение искусств, просто шикарный бокал, я решила не портить эту красоту и залила гелевый воск в основании бокала, вот примерно где-то вот так вот, чтобы у меня были видны только вот лепесточки сверху. Оставила место для кокосового воска, а вот все это основание где-то вот так вот примерно было залито гелевым воском. Почему? Потому что прозрачный гелевый воск не даст никакого оттенка бокалу и не заберет в себя его красоту. Вверх совсем немного я сделала такую же прослойку из кокосового воска, совсем немного залила кокосового воска. Для чего? Для того, чтобы у меня осталось место для цветка и чтобы цветок не очень сильно выступал за вершок самого бокала. В заключение я также украсила этот бокал цветком, который сделала из соевого воска, и разукрасила теми же акриловыми красками, которые вы уже видели. Итак, друзья, я познакомила вас с продукцией, которую вы можете сделать очень быстро дома, у себя на кухне, точно так, как и я, используя просто бокалы любые, которые у вас окажутся под рукой. Сегодня мы с вами вместе сделаем подобный бокал, украсим его цветком. Вы будете настоящими профессионалами в создании свечей в бокале. Все, что нам сегодня понадобится, вы можете видеть прямо сейчас на экране. Итак, нам нужны будут 4 бокала. Я уже примерно показала вам, но вы у меня уже специалисты, вы знаете, что нам нужны будут, естественно, фитиля, нужны будут липучки, чтобы закрепить фитиля на дне бокала, нужны будут держатели, чтобы зафиксировать наш фитиль в бокале, чтобы он был ровным и красивым. Нам понадобится кокосовый воск, я уже его немножко себе отсыпала. Будем его растапливать через 2-3 минуты. Мы украсим наши бокалы цветами, которые я заранее приготовила. Простите, ребята, покажу в другом видео, как я это делаю. На сейчас просто не было времени, чтобы записать все и показать все до мелочей. Мы будем украшать бокалы вот этими вот цветами синими. Мне очень нравится синий цвет, особенно этот, он такой насыщенный, красивый краситель я нашла, поэтому будем сочетать белое и синее. Единственное, что нам нужно будет сделать, для того, чтобы можно было одеть этот цветок на фитиль и украсить сверху, у меня нет здесь дырочки. Я долго искала у нас в Торонто спицу металлическую, но, признаться, так и не нашла. Поэтому мы воспользуемся длинной иглой, я ее наколю и проденем аккуратно тоненькую дырочку в центре нашего цветочка, затем, чтобы потом беспрепятственно одеть этот цветок на наш фитиль, и он станет прекрасным украшением нашего бокала. Что ж, ребята, я иду, как вы догадались, растоплю воск, а вы под прекрасную музыку будете видеть весь процесс создания этой свечи. Я рада, что мы с вами опять же в пятницу встретились вместе. Если вам интересно и если вы действительно любите мой канал или мои идеи, пожалуйста, порекомендуйте меня своим друзьям. Мне очень хочется, чтобы у меня было как можно больше друзей, знакомых, которым нравятся мои идеи и которым я могу подарить хотя бы капельку красоты и тепла. Ну что, до новых встреч, подписывайтесь, услышимся и увидимся в следующую пятницу. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille.
a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait meh, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum.